Вот такой суп в китайском стиле я сегодня сделал. Это суп из яйца. Делается очень легко и просто, и тоже это самое диетическое. А если вы желаете узнать, как я все это сделал, оставайтесь на моем канале, и я вам покажу. Всем приветик! Добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать на мою кухню. Время готовить, и я сегодня решил сделать очень простенький суп в китайском стиле. На английском называется egg drop soup, или на русский, если перевести, то она будет как суп из яйца. Делается очень легко, но это тоже обалденно вкусно и диетическое. И к этому супу я решил сделать свежеиспеченный хлеб из полуфабриката, почему бы и нет. А чтобы время терять, прямо я покажу, что и как я буду делать. Может быть, я вам какую-то идею подкину тоже. Так, для этого супа мне нужен куриный бульон. Я взял 2 кусочки курицы. Сейчас это у меня закипит. Я сниму пенку и добавим приправы. В это время, пока там все у нас готовится, я приготовлю хлеб. У меня уже духовка включена на 180 градусов. Выпекание хлеба по инструкции 8-10 минут. Так что пускай это ждет своего времени. Для этого супа нам понадобится крахмал. Я сейчас разведу крахмал на количество супа. Я думаю, что мне пойдет 2 ложечки, 2,5 ложечки крахмала. Я думаю, что еще чуть-чуть. И крахмал заливаем водой. Сейчас мы это все перемешаем. Если вы не варите куриный кусочек, как я делаю, а сразу же пользуетесь куриным бульоном, то изготовление этого супа у вас должно взять более чем 15 минут. Вот так было сказано по рецепту на интернете. Крахмал мы развели. Итак, суп у меня закипел. Сразу же я пеночку сниму, эту выловлю. Вот так. И сюда теперь я добавлю немного соевый соус. Я на глаз добавляю, но я думаю, что здесь у меня 2 столовые ложки соевого соуса будет. Добавляю немного кунжутного масла, наверное, 1 столовая ложка кунжутного масла. Добавляю умами. Если у вас этого нет, то не надо это добавлять. И сюда же добавляю такие китайские куриные гранулы. Еще вкус даст лучше супу. Вот так. Достаточно. И пускай потихонечку это у нас кипит. Как у нас курица сварится, мы курицу порежем на мелкие кусочки. Итак, здесь я взял миску, и сюда мы вобьем 4 яйца. И теперь мы эти яйца сейчас собьем.
Так. Теперь у меня здесь есть зеленый лук. Сейчас я порежу зеленый лук. Лук будем резать по-крупному. Сначала концы отрежем. В диагональ. Вот так. Сейчас попробуем на вкусовые качества бульона. Так, совсем чуть-чуть соли надо. И примерно пол чайной ложки сахара. Вот так. И сейчас я выловлю курицу, и мы порежем курицу на мелкие кусочки. И вот теперь разрезаем нашу курицу на мелкие кусочки. То, что там еще кровяное, это ничего страшного, потому что это все идет обратно в кастрюлю. Сильно мелко не надо, но и так среднего размера кусочки, чтобы были. И отправляем обратно туда бульон кипеть до готовности курицы. Вот так. И пускай потихонечку это все у нас кипит. Вот у меня хлеб уже вытащил из духовки. Посмотреть, пускай она здесь находится. Я накрою еще полотенчиком, чтобы не высыхало. Вот так. А тем временем наша курица хорошо здесь прокипела. Посмотрите. И теперь я сюда добавлю наш крахмал. Конечно, помешивая же. И ждем, пока это закипит. Итак, шупец у нас, смотрите, как. Теперь в этот момент, на этом этапе, сейчас это лучше закипит, и мы добавим наши яйца туда. Дадим пару минут чуть так покипеть, и яйца так кинем. Итак, суп у нас хорошо кипит, посмотрите, какая прелесть. И теперь на этом этапе мы добавим сюда наши яйца, куриные яйца. Конечно, все это мы должны не так перемешивать в одном направлении. И также мы потихонечку, чтобы это в одном направлении все шло у нас. Накрываем, пускай немножечко это у нас покипит. Суп у нас хорошо кипит, можно выключать газ. И в этот момент мы добавляем наш лук сюда. И можно подавать через минут 5-10. Такой суп у меня получился, и к этому супу я сделал хлеб. Ну, хлеб сюда не подается, как в китайском стиле. Сюда надо
из креветок, а у меня, к сожалению, их нету. Так что я сделал хлеб тоже. Почему бы и нет? Всегда можно импровизировать дома. Итак, сегодня с вами поделился еще методом приготовления еще одного супа. Это суп с яйцом. Делал я сам это впервые. Я видел только на интернете, как это делается. И решил попробовать, получилось обалденно вкусно. В то же время мой вам совет, когда вы будете делать суп этот, если вы не будете варить курицу или варите курицу, как я сегодня делал, чтобы получить более такой китайский вкус, было бы хорошо, если у вас будет, если у вас дома есть порошок куриного бульона китайского. То, так как я добавил, прямо обалденно вкусно получилось. Китайский порошок куриного бульона отличается по вкусу совсем другой, чем нормальный куриный бульон. Делается этот суп легко, как вы видите, и делается очень-очень быстро тоже. Я надеюсь, что сегодняшнее видео вам подкинуло какую-то идею сделать что-то подобие такого. Почему бы и нет? Иногда хочется такое что-то легенькое, простенькое и что-то такое быстренькое тоже. А на этой аппетитной ноте хотел бы с вами попрощаться, пожелать вам самого наилучшего. Берегите себя, берегите друг друга. Всем-всем крепкого здоровья. Всем-всем мирного неба. Приятного аппетита и пока-пока. Что прикольно.